добрый день, это Шаталин Александр. Я хочу сделать сегодня такой небольшой видеоблог. Недавно мой Nissan X-Trail прошел отзывную кампанию по коробке передач, по вариатору. То есть там менялось программное обеспечение, вроде какие-то устранения ошибок, оптимизация работы. После этого у меня улучшилась динамика, на мой субъективный взгляд, и не на субъективный взгляд увеличился расход. И сейчас я хочу сделать небольшие замеры по расходу. Я сейчас еду за город, проеду небольшой кусок по городу, и за городом мы проверим смешанный цикл, насколько же увеличился расход с новой прошивкой. Текущий расход у меня 14 литров, обычно он был 11,5-12. То есть это расход по городу. Мы его сбрасываем, и в движении я буду говорить, как что меняется. Мы решили добиться минимального расхода. Я включил режим 2WD. У нас только передний привод, и муфта находится в состоянии покоя. По возможности буду включать круиз-контроль. Конечно, на наших дорогах это практически нереально. У нас постоянно овраги, спуски, подъемы и населенные пункты с ограничением скорости 60 км в час, а в некоторых даже и под 40 ставят. Я выключил кондиционер. В принципе, погода нормальная, он не требуется. Но единственное, свет не могу выключить, потому что это запрещено правилами. Экономить так экономить по полной. На спидометре 80 км в час, на тахометре 1500 оборотов. Расход показывает где-то около 5-5,5 литров, средний 9. Давайте попробуем прибавить. Скорость 90, на тахометре 1800-1900. Моментальный расход все так же 5-6 литров. Средний упал до 8,9. А теперь рубрика полезных советов. Как можно сэкономить пол-литра, там грамм 400. Такой совет. Когда вы едете под горку, автомобилю легче. Соответственно, надо газ сжать сильнее. Чтобы он на подъем уже газ не сжать, автомобиль вкатывался. Там основной расход всегда идет в горку и на разгоне. Под горку скатываемся, и машина сама влетает. Экономим несколько сотен грамм топлива. На спидометре 100 км в час, на тахометре 2000. Самое оптимальное для трассы 2000 оборотов и 100 км на спидометре. Расход примерно будет 8 литров, наверное, уже. Мы прибыли в пункт назначения. Средний расход составил 8,8 литра. Конечно, идеального расхода меньше 8 литров добиться не удалось. Трасса была загруженная, много населенных пунктов и очень сильный боковой ветер. Аэродинамика у X-Trail сами знаете какая. Вот такое небольшое испытание, такой видеоблог. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Заплатки. Начался период дырочного ремонта. Это ноу-хау российских дорожников. Ни в одной стране мира такого вы не встретите. Попали. Не объехали. Надо иметь хорошую сноровку, чтобы успеть вернуться от всех. Они их режут таким образом, чтобы все равно ты в последний попал, не смог от всех увернуться. Это мы едем на дачу. Третий пилот Ленгинс спит. И это мы немножечко взяли багажа. Велосипед в неразобранном состоянии, баклажки, куча всякого